Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков, наш любимый игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре тяжелый американский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка Т-57 Heavy, или как многие его называют, честный, либо просто Heavy. Вот такой вот получили мы в последнем боевом пропуске 3D стиль. И, ребята, прежде чем продолжим обзор, обязательно поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Вам не сложно, мне приятно. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Т-57 Heavy. Погнали. Итак, коллижная модель нашего Хэвика. Правильно его ставим и погнали. Внизу НЛД у нас 180. Вот здесь вот ближе к краям снизу 137, выше 166. 220 там в районе ближе к катков. Переход на ВЛД. Ниже у нас 337, по краям 380, чуть выше 256, 263 и 311 вот ближе к каткам, да. Дальше ВЛД уже 350 по краям, в центре 247, 277, такой плавающая броня, тут очень много наклонов, клюв такой весь закругленный, вот. ВЛД 276 вот здесь. Люк мехвода 380, 400, 296, 456. Здесь все аналогично. Планка под башней, щель простреливается, 172 ближе к центру, вот здесь уже там 200, но в любом случае сюда можно закидывать. И опять же, всю эту мы броню с вами НЛД, ВЛД смотрим, зависит она, конечно, от вашего танка, с которого вы по нему будете стрелять в части высоты танка. То есть угол, приведенный брони относительно вашего орудия. Касаемо башни, здесь тоже много сложных, так сказать, элементов. Ну вот, начнем с маски орудия. Она такая вот вытянутая ближе к стволу. Вокруг ствола 210, дальше 253, еще дальше уже рикошеты там в районе 300. Под пушкой, под маской 230, 190, вот здесь 330 уже, 321. Здесь у нас 290, 260. Ну, короче, вот сюда ему лучше вот сюда верхней части не стрелять. Здесь тоже лучше не выцеливать, сами видите рикошет. Ближе к стволу зачем стрелять, если вы видите, например, башню? Стрелять ему, конечно же, вот в этот замечательный воротник. Вот он идет, вот такой, да. Здесь у нас 164, 180, 213. С края воротника 600. Здесь 163, 170. Верхняя планка у нас 50,8 фактического бронирования. В приведенке 98, рикошет. И по правилу 3 калибров только пушкой от 152,4 152 не пробивает. 152,4 вы сюда можете вломить. Вот, касаемо борта, естественно, амерский, закругленный, весь гнутый, да. Снизу у нас 59,7 фактического, здесь 44, очень тоненько, только за счет рикошета, вот этой гнутости борта и все такое. Если вдруг видите рядом с катком вот эту вещь он показал, стреляйте сюда, здесь 154, выше уже 400, 300, здесь тоже. Там 200, вот здесь 60, здесь 285, ну тяжело будет. Здесь все рикошет, то есть вот рядом с катком. Вот такое вот, господа, бронирование. Так, с броней разобрались, смотрим на орудие, что нам тут картошка предлагает. Предлагает нам 120 миллиметровку, такая же пушка, как на Т-110Е5, только с барабаном. Та же альфа, тоже бронепробитие, 258-340 на голде. Вот, 4 снаряда в барабане, 2 секунды КД между выстрелами. И этот факт очень приятен. То есть вы свой барабан очень быстро разряжаете. Это круто. Вот, точность хорошая, точно такая же, как на Т-110Е5, 0,35. И это на стоке. А вот время сведения здесь 2,7. Мы помним, что время перезарядки между выстрелами 2 секунды, а вот сведение 2,7. Поэтому оборудование полевой модернизации мы максимально все делаем на уменьшение этого времени сведения до полагаемых 2 секунд. А лучше меньше, да.
Полевая модернизация. Во втором блоке вездеходная ходовая, в четвертом вот как раз притирка шестель наведения, и у нас уже 2.05. Сейчас посмотрим оборудование. В пятом блоке звукоизоляцию, в седьмом блоке акцент наведения огня, и к скорости сведения еще облегченное оборудование в восьмом блоке. Вот. Второй слот берем огневую мощь. По оборудованию. Оборудование всегда здесь ставите усиленные приводы наводки и стаб. Вот эти два момента всегда. А вот вместо вентилятора, как у меня, можете поставить, ну, к примеру, улучшенную закалку, либо УМП. Да даже можете поставить улучшенный прицел. Пожалуйста, на ваш выбор, пробуйте, как вам больше зайдет. По снарядам основной у нас ББХ летит 1067, голда кому летит 1067. Все то же самое и бронепробитие, как на Т-110 Е5. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я доп. Паёк пихнул. 4 члена экипажа, перки наблюдаете сейчас перед собой в табличке. По огневой мощи УВН у нас также минус 8, как на Т-110 Е5, отлично. По ХП, учитывая, что это тяжелый танк со смешной местами броней, 2250, в принципе, но это барабан, да, в первую очередь барабан. Для барабана тяжелого танка это хорошее количество ХП. Вот. По мобильности 35,4 вперед, 14 назад, 14 за 15, ну почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору у нас хороший обзор, кстати, 450 метров. Резюмируем, хороший обзор. По мобильности неплохо, не хорошо, едет нормально, стабильно. Не сказать, прям на нем хочется всегда быстрее. Поставьте вместо вентиля турбину и поедете быстрее. Вот. По количеству ХП и бронированию. Бронирование такое местами интересное есть, присутствует в ЛД особенно. Где-то даже в башне, но воротник, опять же, ё-моё, все портит вот этот воротник. Вот, значит, по огневой мощи. УВН есть. Хорошее пробитие есть, комфортный барабан с быстрым КД есть, все есть для комфортного настрела. Играется, конечно же, эта машина в размен. Ваша задача подловить момент, пусть даже принять от врага одну тычку, но ваша основная задача минимуму дать в ответ 2, а желательно 3. 4, конечно, это уже сложно. Это прям надо потеть. Это танк, пропот, вот. Правильная аббревиатура. Т-57 Heavy. Ладно, разглагольствовать. Давайте отправляться в бой. Посмотрим, на что он, собственно, способен. Погнали. Так, господа, обзор боя. Т-57 Heavy. Тяжелый американский танк 10 левела. Проходная прокачиваемая ветка. Вот. Попали мы не на самую лучшую для нас карту. Хотя. Да, прострел тут слишком сильный, высунуться тяжело, раздать барабан. Но будем пытаться, да. Будем пытаться. Поплыли, у нас такая типа лодность. Поплыли. Вот такая вот турбину бы сюда, можно турбину, да, вместо вентиля. И тут, конечно, пободрее он ехал, так-то, конечно, нет, ползет. Ой, хорошо, Т-55 отметелили знатно. Он аж обиделся, назад начал выкатываться. О, МБ-6 Вайба нам сейчас нашпиговать бы было знатно бы. Ну-ка дайте попробовать. Тихо. На, Хэвика. Хэвику парочку дали. О, тут прорыв у нас идет.
пробили последний, жалко. Ну-ка дай ему на везе. Все, знатно. А чит у нас 30 FPS. По какой причине? Так, блин. Но мне не... О, FPS выровнялся. Как это было что-то там это. Выползи побольше. Еще один герой лезет. Слушай, мне пусеньку сделал. Не, нам так не нравится. Катышимся. Так нам не нравится. Отдыхаю. А куда это он собрался? Мне вот это интересно было. Проб товарищ тоже опасно. Сейчас ворвет меня вот этот товарищ. Ну да. Гусеницу. Хорошо. Вот гусеницу можно. Наша скромная броня какая. Хорошая. Она скромная, но хорошая. Тихо. Внимание! Отступаем! Все. Разобрались. Сейчас кадешимся, надо в барабан. 705-го заползать. Поползли. Пацана влетать надо. Дали одну тычку. Там артолот сраный. Ой. Ну все, уже больше не дадим. Ну, ребят, 4500 насрали. Ну что делать? Старались. Вы же видели, я не стоял, нигде в кустиках не прятался. Давил, так сказать. Хотя мне кричали: "Ну вот!" Все, победа. Ну ладно. Все. Красавцы. Удобный барабан. Хорошее пробитие, кстати, да. Необычная броня. Многие с хэвиком непонятно куда стреляют в хэвика и, естественно, не пробивают. Мы же знаем, куда стрелять хэвиком. Поэтому нам вот удалось в начале боя закинуть 2 снаряда одному товарищу. Вот. Не стыдно и первое место у нас по урону на хэвик. Да. Красавцы. Все, молодцы. Интересная машина. Особый
интересный геймплей, да-да. Ребята, у кого есть хэви в ангаре, пишите, какое вы используете оборудование. Наверняка кто-то на закалке катает, кто-то даже с прицелом с улучшенным катает, кто-то с УМП. А мы вот катаем вот на такой сборке. Пишите комментарии, как вам эта сборка кажется. И может быть какая-то прям идеальная на хэвика есть. Вот. Обязательно прожимайте лукасы. Мы этой машине по 5-бальной системе, пожалуй, поставим 4 с небольшим плюсом, потому что, ну, не у каждого все равно на максималке получится реализовывать хэвика. И я не исключение. Вот. Для меня это все равно тяжелая машина в кавычках. Вот. Подписывайтесь на канал, кто до сих пор это не сделал. Но я вам говорю, до скорых встреч. Пока в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.